Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Мохаммад Бидже, вампир пустыни. Иранский серийный убийца, признанный виновным в изнасиловании и убийстве детей и подростков мужского пола. Любые преступления, совершаемые восточными маньяками, всегда не лишены некой ориентальной экзотики. Да и обстоятельства раскрытия нередко оказываются чересчур уж сказочными для западного обывателя-материалиста. Так, собственно, случилось и в деле вампира пустыни. Еще в 2002 году по городишку Пакдашт, расположенному в предместье Тегерана, поползли упорные слухи. Здесь орудует банда хитроумных убийц-строителей, похищающих взрослых мужчин, расчленяющая их тела, а затем сжигающая трупы в печах для обжига кирпичей. Что ж, полиция была вынуждена прислушаться к местным преданиям. Мужчины из Пакдашта действительно порой исчезали. Хотя, как выяснилось впоследствии, большинство из пропавших лиц попросту мигрировали в более хлебные места. А на низкооплачиваемых строительных работах здесь трудился в основном и впрямь криминальный элемент. Граждане, представляющие более чем миллионную армию иранских наркоманов. Граждане, готовые ради нескольких реалов, денежной единицы Ирана, буквально на все. В общем, за местными наркоманами принялись следить. Поскольку же они никого в печах не сжигали, а общественность требовала от полиции отчета, было решено явить публике хоть какого-нибудь самого завалящегося злодея. Когда в некоторых бедных семьях начали пропадать мальчики, волновались и искали их в основном только родители и близкие родственники. У малоимущих людей полиция старалась даже не принимать заявления о пропаже. Позже стали пропадать мальчики в семьях беженцев из воюющего Афганистана. Но искать их, кроме родителей, было тоже некому. И вообще, если по большому счету, то и негде. Они были чужими в этой стране и организовать какие-то масштабные поиски не могли. По стране начали расползаться разнообразные мрачные слухи. Предполагались самые разные версии, но в результате лидировать с большим отрывом от других стала одна. Все пропажи – дело рук пустынного вампира. Все потому, что эти дети были непослушными, плохо учились, не уважали авторитет взрослых. И вот закономерный итог. Злобное порождение мрака пьет их кровь, разматывает их кишки по пустыне и бросает где-то там на съедение бродячим псам. А как еще рационально можно было объяснить регулярное бесследное исчезновение детей? Вот он еще утром был, пошел в школу и просто не вернулся из нее. Никто ничего не видел и не слышал. Абсолютно никаких концов. А мальчики продолжали исчезать, как будто в воздухе растворялись. Вскоре исчезло сразу 3 детей. Опять никаких следов и свидетелей. Почти никаких. Вроде бы в этом районе кто-то видел белый фургон. Или белый микроавтобус. Или белый внедорожник. Возможно, этот автомобиль имеет отношение к похищениям. А может и нет, так как ничего конкретного эти случайные свидетели сообщить не смогли. Поиски по ближайшим районам ничего не дали. Мальчики как в воду канули. Вернее, применительно к местности, как в песке растворились. Время покажет, что это утверждение было недалеко от истины. Официальный счет пропавших уже перевалил за 10. Те, облеченные властью лица, которые обязаны, согласно должностным инструкциям, следить и предотвращать, не то чтобы напряглись, но слегка насторожились из-за потока жалоб родителей пропавших детей. Еще одним настораживающим фактором было то, что мальчики исчезали не в какой-то отдельно взятой местности, а вообще по всему Ирану. Это, естественно, радикально усложняло поиски вероятных виновников этих случаев.
как и проведение расследования, так как невозможно было чем-то объединить все эти ужасные случаи. А пустынный вампир тем временем продолжал собирать свою чудовищную жатву детских душ. Силы правопорядка Исламской Республики Иран, как и в других странах, делятся на несколько важных структурных подразделений. Но дорожная полиция не могла ничего сообщить о белом автомобиле, потому что было слишком мало исходных данных по модели и даже типу машины. Полиция общественной безопасности и уголовный розыск также разводили руками, не имея для активных действий никаких отправных точек. Начались сезонные дожди, которые внезапно размыли явные следы чьих-то хорошо спрятанных преступлений. Было обнаружено несколько тел детей в пустыне, и у каждого из них были удалены внутренние органы. Это было очень нехарактерно для обычных убийств. Полиция задумалась о жертвоприношениях, торговле органами и опять вспомнила вампира. Тем временем, после того, как пропали еще двое мальчиков из уважаемой зажиточной семьи, а напряжение в спецслужбах приближалось к точке кипения, в одном из кабинетов базы корпуса стражей Исламской революции раздался тревожный телефонный звонок. Пожелавший остаться неизвестным абонент, вот же наивный, он был найден уже через полчаса после звонка и тщательно опрошен в тайной полиции, сообщил, что в связи с тупиковым делом таинственного пустынного вампира неплохо бы приглядеться к одному небольшому кирпичному мини-заводику. Информация об этом, а заодно и о многом другом, была детально уточнена у анонима лично и принята к сведению. Потому что те, кто попадает на беседу в тайную полицию, начинают рассказывать вообще все, еще и стараясь перебить себя, чтобы рассказать больше. Благодаря внезапной наводке это место было тщательно осмотрено и перевернуто вверх дном 3 раза подряд. Сам производитель кирпичей, его помощник и неопознанная женщина были обнаружены в виде плохо сохранившихся трупов неподалеку от производственных печей. Что интересно, периодически в этом месте наблюдали белый автомобиль. Не то фургон, не то микроавтобус. А потом события стали развиваться стремительно. Среди бела дня, усадив группу из 5 мальчишек в белый грязный микроавтобус, некий гражданин начал удаляться в сторону пустыни. Пацаны почуяли что-то неладное и попытались сбежать. 2 это удалось, 3 увезли в неизвестном направлении. Пока они добирались до дома, пока рассказали все родителям, пока родители позвонили в полицию, пока полицейские опросили детей, прошел не 1 час. Мальчишкам удалось довольно подробно описать своего похитителя. Им оказался некий Али Баги. Опознать его оказалось легко. Он в свои 22 года уже имел судимость, поэтому у полиции были его четкие фото. Что же, Баги уже готовились припаять срок за разврат и похищение, когда вдруг он, страдая, по-видимому, от ломки, сделал сенсационное признание. «Я мелкая рыбешка. Я всего лишь приглядывал жертв для друга, Бидже, убившего уже 17 детей и 3 взрослых». Надо сказать, откровения парня хоть и приняли за галлюцинации, но наблюдение за другом Бидже установили. Контроль этот дал результаты уже через 2 дня после галлюцинаций Али, в конце лета 2004 года. Бидже отловили возле злополучного открытого бассейна как раз в тот миг, когда маньяк тащил на себе тело слегка придушенного 7-летнего мальчика. Мальчика, рот которого маньяк вместо кляпа набил комьями земли. Вслед за арестом Мухаммада начались сенсационные признания уже в его исполнении. Маньяк сильно облегчил работу следователям, сознавшись в убийствах 17 детей и 3 мужчин, подробно объяснив подоплеку преступлений, рассказав о собственной методике и заодно показав импровизированные могилы всех несчастных. Из признаний Бидже стало ясно, почему полиция вплоть до ареста парня не получила никаких заявлений об исчезновениях именно его жертв. Мухаммад велел своему другу Али высматривать исключительно афганских эмигрантов и этнических курдов. Именно этот контингент пуще смерти боялся любых контактов с полицией, опасаясь насильственной депортации на родину. Не мудрено, что многодетные семьи, в которых пропадали мужья и сыновья в возрасте от 5 до 8 лет, предпочитали не заявлять об их исчезновениях. Из признаний убийцы следовало, что он прекрасно разбирался в детской психологии и к тому же отличался изощренной жестокостью и хитростью.
Выманив очередного, заранее присмотренного приятелем афганца или курда за территорию бассейна, хищник приглашал жертву посмотреть, как лисы в пустыне роют норы, в случае с взрослыми – курнуть дармовой травы. По пути маньяк бил жертву камнем по голове, либо душил ее, затаскивал на стройплощадке Пагдашта, где трудился кровельщиком. Здесь насиловал уже практически бездыханное тело несчастного, а затем убивал необычным способом – перегрызал яремную вену жертвы. Любопытно, откровение вампира пустыни, так, к слову, и не высказавшего раскаяния в содеянном, в каком-то смысле подтвердили слухи. Изувер хоть и не сжигал тела несчастных в топках, но и впрямь хитроумно прятал трупы. Вырыв яму в очередной горе строительного хлама, Мухаммад скидывал в нее мертвеца. Затем забрасывал тело жертвы тушками мертвых животных, которые в изобилии собирал в пустыне. Трупы диких кроликов и лис, прожарившихся под солнцем, благоухали мертвечиной так, что отпугивали всех любопытных от могил людей. Коллеги же маньяка по стройке, бывало, невольно помогали вампиру, полностью закидывая песком отвратительно вонявшие ямы и поясняя интересующимся: вот очередную лису закопали. Что касается психологии убийцы, то и здесь маньяк не оставил сыщикам загадок. Мухаммад признался, что сильнейший оргазм в подростковом периоде получал тогда, когда его до крови избивала мать. Ну а будучи нередко насилуемым собственным отцом, Бидже в 14-летнем возрасте и сам пристрастился к гомосексуализму. Все это, приправленное страстью вампира к наркотикам, и привело к тому, что маньяк не только насиловал жертв исключительно мужского пола, но и, перекусывая им вены, с удовольствием поглощал кровь умирающих. Немного подробнее о биографии Мухаммада Бидже. Мухаммад Басаджи, позже сменивший фамилию на Бидже, родился 7 февраля 1975 года в городе Кучан, провинция Хорасан-Резави, Иран. Он был одним из 7 детей местного торговца. Мать Мухаммада умерла от рака, когда ему было всего 4 года. Через некоторое время его отец женился вновь на вдове, у которой было 6 детей от предыдущего брака. Бидже ничего не помнил о своей родной матери, но позже на суде говорил, что его отец был очень деспотичным человеком, который жестоко наказывал будущего убийцу за малейшие провинности. Однажды, по словам Бидже, отец в приступе гнева едва не забил его до смерти деревянной палкой. В школе Бидже учился хорошо, и, по собственным словам, ему нравилось читать книги и учить произведения наизусть. Когда будущему убийце было 11 лет, его семья переехала в Хатунабад, где он бросил школу под давлением отца, который хотел, чтобы Мухаммад помогал ему на работе, и начал работать вместе с ним в пекарне. В то же самое время Бидже подвергся сексуальному насилию со стороны 2 разных работников пекарни, что оказало на его психику серьезное влияние и озлобило будущего убийцу по отношению к обществу в целом и людям в частности. По собственным словам, он желал отомстить обществу за свое тяжелое детство, заявив, в частности на суде, что страдал с самого детства, и когда сравнил свое детство с детством других людей, то захотел причинить другим людям страдания. С марта по сентябрь 2004 года Бидже, перемещаясь по Ирану, изнасиловал и убил 17 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет, а также 3 взрослых. Дети преимущественно были выходцами из неблагополучных семей или же из семей афганских беженцев, которые, находясь в стране на нелегальном положении, боялись депортации на охваченную гражданской войной родину и не шли в правоохранительные органы писать заявления о пропаже своих детей. По этой причине иранская полиция считает, что Бидже начал убивать раньше периода, приписываемого ему, а количество его жертв может быть значительно более 20. У преступника также был сообщник – Али Баги, по другим данным Баджи, который не принимал участия в изнасилованиях и убийствах, однако помогал маньяку скрывать следы его преступлений. Мухаммад и его помощник Али похищали детей в Хатунабаде, Пагдаште, Киямдаште и прилегающих районах, которые расположены на юго-востоке Тегерана. И из них выжили только 2 детей, один из которых до сих пор находится в коме, был госпитализирован, а другой был забит до полусмерти. Его доставили в больницу, и он пролежал в отделении интенсивной терапии в течение недели.
Дело этих двух фигурантов называют самым шокирующим уголовным делом в Иране за последние 72 года. Также были озвучены и немного другие версии жестоких убийств Бидже. Он предлагал мальчишкам проехать с ним в пустыню под разными предлогами. Ловить змей, посмотреть древние руины и просто помочь в работе за небольшую оплату. Оказавшись в безлюдном месте, он издевался над мальчиками, насиловал их, бил, резал, а когда полностью удовлетворялся, вскрывал их животы. Тела закапывал, иногда сжигал, а внутренние органы разбрасывал вокруг, для того, чтобы замаскировать трупный запах и привлечь диких животных, которые уничтожают останки. Чтобы удобнее заниматься своим зверским хобби, Мухаммад освободил кирпичный мини-заводик, убив и прикопав неподалеку его обитателей. Начал возить детей именно сюда, потому что здесь были подходящие печи. 14 сентября 2004 года Бидже был арестован по обвинению в похищениях, убийствах и изнасилованиях детей на всей территории страны. Маньяк ничего не скрывал и сразу же сознался во всех преступлениях. Он сказал, что у него была конкретная цель – 500 детей, и если бы его не арестовали, он обязательно и с удовольствием продолжил бы. Вроде как собирался сначала похищать детей чиновников, но потом это показалось ему слишком сложным, и Бидже начал с беженцев. Это было значительно легче, так как искать их никто не собирался. Начался суд. Мальчишки, которые сбежали во время похищения, отказались свидетельствовать против Али. Оказалось, что его семья угрожала им и их семьям. Ни о какой защите свидетелей речь там не шла, поэтому оставили все как есть. Бидже в суде сказал, что раскаивается в своем грехе и не заслуживает смертной казни. Следствию удалось связать с ним 26 преступлений, из них смертью детей закончились 20. На самом деле полиция считала, что их намного больше, но не было никаких доказательств. Родственники погибших на суде разделились во мнениях. Одни требовали смерти виновного, других вполне устраивала денежная компенсация. Бидже сообщил на это, что он беден и с него нечего взять, и принес извинения семьям погибших. В то же время просил учесть, что виновен не только он, но и те должностные лица полиции, которые бездействовали и этим помогали ему совершать преступления. Суд проходил в закрытом режиме только из-за того, что родственники жертв во время первого же заседания прорвались через охрану и здорово потрепали подсудимых, прежде чем удалось их оттащить. 27 ноября 2004 года столичным судом Мухаммад Бидже был приговорен к 100 ударам плетьми и последующему повешению. Его помощник Али получил 15 лет тюрьмы, так как было доказано только его участие в сокрытии преступлений. Теперь обратим внимание на своеобразие восточного правосудия, разительно отличающегося от правосудия западного. Вот вам пример. Если на Западе вынесение нескольких смертных приговоров лишь подтверждает вину очередного монстра, но не несет особой практической нагрузки, то на Востоке все иначе. 16 раз быть повешенным Бидже прописали не просто так, а дабы он отправился к праотцам, пусть даже и добившись помилования. Забавно, не так ли? Маньяк раз за разом апеллирует к гуманности восточной Фемиды. Та, будучи дамой цивилизованной, раз за разом прощает ему грехи. Но в итоге маньяк все равно оказывается на виселице. Каким образом? Да вот, прекрасная арифметика. Добились вы, допустим, целых 15 помилований, отправляя по закону раз в 3 месяца апелляцию. Но вот 16-го уже не успеваете дождаться по срокам. И тут к услугам серийного убийцы палач с готовыми веревкой и мылом. Впрочем, гуманная восточная Фемида оставляет монстрам, подобным вампиру, и еще один путь к спасению. Достаточно добиться согласия всех родственников жертв замять дело, выплатив им за убитого мужчину или мальчика официально установленную сумму в 220 миллионов реалов, около 25 тысяч долларов, и вы на свободе. Мухаммад, понимая, что из 16 повешений хотя бы одного ему не избежать, так и поступил. Клан родственников Бидже скинулся, но смог выделить ему всего 100 тысяч долларов. Этих 100 тысяч маньяку хватило лишь на то, чтобы откупиться от 4 пострадавших семей. Конечно, если бы он орудовал пореже, да выбирал себе в жертвы женщин или девочек, то мог бы и избежать веревки.
Цена за убитую здесь женщину составляет половину от цены мужской. Своеобразные, дикие, экзотичные. Как хотите, так и назовите эти гримасы восточной Фемиды. Однако есть у нее и традиции, заслуживающие самого пристального изучения со стороны ее западной сестры. Вот одна. Согласно иранским законам, сыщики, на подведомственной территории которых долго творился ненаказуемый беспредел, садятся в прямом смысле слова на одну скамью подсудимых вместе с преступниками. Возможно, такой стимул и побуждает местных служивых чрезвычайно быстро закрывать маньяков. И в этом смысле история вампира Тегеранской пустыни, злодействовавшего долгих 11 месяцев, скорее исключение, нежели правило. Ну а для тех, кто хочет узнать о наказаниях нерадивых полицейских подробнее, сообщим. Одновременно с Мухаммадом Бидже выслушали приговоры 16 человек, и 5 из них, офицеров полиции, проспавшие фигуранта, получили по 50 позорных ударов палкой и по сроку от 3 до 5 лет каждый. В момент вынесения приговора и убийце с подручным, и неумелым сыщиком в зале суда присутствовали офицеры криминальной полиции, командированные сюда со всех уголков Ирана. Хороший урок бдительности, не правда ли? 16 марта 2005 в Пагдеште на главной площади собралось примерно 5000 человек, чтобы увидеть своими глазами казнь педофила. Сначала Бидже в наручниках, прикованного к позорному столбу, выпороли судебные приставы. После этого через оцепление удалось прорваться матери одного из убитых детей и нанести ему несколько пощечин. Затем на его шею надели прочную нейлоновую петлю. Через пару минут стрелой крана маньяк был поднят высоко вверх, где висел 20 минут. Мухаммад Бидже умер мучительной медленной смертью, как это принято при казни в Иране. Как вы считаете, справедливое ли наказание понес Бидже и его сообщник? А что если бы он откупился от семей и снова вышел на свободу? Продолжил бы он свою, так называемую миссию? Какое наказание вы бы предпочли для таких людей? Пишите свое мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.